Приветствую всех на моем творческом канале, посвященном вязанию, крючком и не только. И с чего я начну? Помните, в прошлый раз я вам рассказывала, что хочу связать лабубу. Интернет захватила эта игрушка, и мне захотелось тоже связать крючочком. И я вам рассказывала, что взяла вот такую ниточку. И какое же мое было разочарование. Пока отложу эту картинку. Тоже было мое разочарование, когда я начала вязать этой ниткой, а она оказалась не очень мягкой, а достаточно такой жесткой. И мне пришлось поставить мои желания на паузу, потому что я заказала в интернете ниточку. И вот мне пришла ниточка. И я сейчас делаю распаковку вместе с вами. Заказывала я Candy Yard. И что же мне пришло? Давайте я вам покажу. Я же заказывала мех. Мне принципиально нужно было, чтобы лабубу был пушистенький. И я заказала, значит, первая ниточка вот такая. Мне понравилась, потому что она длинная, розовая. Хотелось мне лабубу девочку розовую, может быть, связать. Вот такая ниточка пришла. Потом большие надежды я полагала на вот такую ниточку. Минк называется. Я взяла два цвета. Попробовать, что же получится. И в том же магазине я нашла еще из остаточка вот эту нитку Cotton Soft. Мне она очень понравилась. Я из нее достаточно много вяжу. Мне нравится, что она тоненькая. Я люблю вязать миниатюрные амигуруми, если вы заметили. А здесь такой классный метраж. Так, где метраж? Вот. 600 метров на 100 грамм. Супер. Ну и, кстати, и вот эту ниточку я тоже подбирала с хорошим метражом. Здесь на 50 грамм 75 метров. То есть на 100 грамм 150 метров. Достаточно неплохо. И с чего же я буду вязать лабубу? Давайте я вам покажу, как я это делала на этой неделе, и вы увидите, какой же ниточке я дала предпочтение. И хочу вам показать, какую няшность я вяжу. Смотрите, уже скоро закончу. Вот такие ножки, вот такие пальчики. Но вы уже догадались, кто это будет? Такой мягенький. И ниточку я использовала Mink Yarn Art. Ну, прикольно мне вязать с нее, но, честно говоря, вяжу на ощупь. Так что вяжу пока с этой ниточки, а мастер-класс буду снимать с другой, потому что здесь, честно говоря, даже я не вижу, что вяжу. Как я уже сказала, что вяжу на ощупь. Но получается такое мягенькое, такое классненькое. Я в предвкушении, что у меня получится. Вот, не могла не записать вам, показать. Ну, скоро увидите, какой звереныш получился. И еще немножко покажу вам процесс. Видите, уже капюшон связала, голову связала. Примеряю. Что же у меня получается? Остались еще ушки. И, в принципе, игрушка уже будет готова. Ну, вроде неплохо. Вот так это все будет выглядеть. Нормально. Покажу вам, как это все будет дальше в процессе делаться. А пока можете поставить лайк этому видео, подписаться, кто еще не подписался. Впереди много интересного. Я связала лабубу моего, вот такой он. Уже связала и 9 зубиков. Переделала немножко улыбочку. Я ее делала более толстой ниточкой. Вот такой. И она более злобная получилась. Мне не понравилось, я переделала тоненькой ниточкой. Теперь у меня остались глаза. И тут у меня
дилемма. Я, в общем, достала все свои глазки. И вязаные глазки тоже достала. Кстати, у меня на канале есть мастер-класс по вязаным глазкам. Это большие, понятно. Какие-то слишком большие. Эти убираем. Потом я примерила вот эти глазки. Помните, у меня есть на канале глазки-капельки. Такие, ну так точно некрасиво. А вот я думала, может быть, вот так их приложить. Вот так. Ну, вроде бы неплохо, но точно тоже большие. Отложила этот вариант. В общем, глазки. Потом у меня есть коробочка с глазками. Я недавно приобрела ее. Всякие разные глазки. Но эти вроде бы маловаты. Для него какой-то он не камильфо. Убираю. Потом есть у меня вот такие глазки. Вот честно говоря, мне кажется, что это самый лучший вариант. Вот сделать вот такие глазки. Как бы миленько, может вот тут носик сделать. Начала я советоваться, может какие лучше. А еще у меня есть, знаете, еще у меня есть классные глазки. Вот я их купила. Мне так очень нравятся. Они такие, как стеклянные. Покажу вам. Смотрите, какие красивые, правда? Вот я хочу котика связать с такими глазками. Это в будущем. Ну вот приложила, ну как-то тоже что-то не то. Мне не нравится. Не нравится. В общем, убираю до лучших времен эти глазки. И тут, видите, они всякого разного цвета. Всякого разного цвета. Это на будущее. Убираю. И вроде бы подумала, что, может быть, вместо вот таких глазок открыла фотку Лабубу, связать, может, чуть меньше. Но вот они не меньше. В общем, я связала. И все-таки, наверное, буду делать вот такие глазики. Буду их приклеивать. Может быть, здесь немножко сделаю стяжку. Ну, вот так стяну, может быть, немножко. Ну и носик сделаю. И вот такая лабубушка у меня будет готова. Лабубу. Пошла я делать, доделывать. И вам потом покажу, что у меня получилось. Ну и вот какая получилась у меня лабубу. Правда, милая? Такая пухнастая-пухнастая. Что же у меня с мордашкой? Смотрите, вроде бы мне все понравилось, но вот на данный момент я вышла так, глазки, опять же, руководствуясь вот этой фотографией, да, мне хотелось вот такие глазки, но мне их не оказалось, я примеряла другие разные, и они не очень красивые, потому пока я не сходила в магазин, а мне очень хотелось вам уже показать вот эту игрушку, вот эту мою лабубушку, я решила вышить глазки и вам показать. А как только я куплю нормальные глазки, я все это переделаю. В общем, ну вот что делать, когда сильно-сильно хочется? Вот что делать. Делаю пока такой вариант. Отставляю и покажу вам ее поближе. Как вы поняли, выбрала я ниточку более темную. Первый раз я вязала с такого меха. Мне, конечно, понравилось, но вязала я на ощупь. Достаточно было, ну, не скажу, что сложно, но непривычно вязать. Ну, в принципе, мне понравилось. Эта схема, смотрите, вот такая она. Я еще пока не пришила, не собрала, потому что я же буду переделывать глазки, да.
Ну, вот такая, как шлемик одевается. Я уже начала вязать мастер-класс, поэтому если хотите связать вот подобную игрушку, лабубушку, лабубу, через неделю, на следующей неделе, я думаю, что выйдет уже мастер-класс. Ну, первая ее часть. Посмотрим, у меня есть выбор. Какой мастер-класс вам выложить? Или лабубу, или другой. А какой же? Ну, давайте я вам покажу. Лабубу я пока отставлю. Куда бы тебя положить? Давай вот так поставлю. И давайте я вам напомню. Помните, у меня есть вот такая игрушка сердечко. И мы с вами обсуждали, что будет еще одно сердце, но в другом образе. В образе весна, хиппи, помните? И вы даже меня попросили создать такой образ, создать такой мастер-класс этой игрушки. Я вам напомню. Вот такой, видно, да, совсем разные игрушки, совсем разные. Это у меня была вот такая девушка. А мы с вами должны сделать еще вот такую. Ну и что, работа у меня продолжалась. Хотите посмотреть, что у меня получилось? Привет, вязовок. Показываю, что делаю. Продолжаю работу над вот этим сердечком. Помните, мы с вами вязали вот такую красотку? И я сказала, что хочу еще вариант связать вот такое сердечко, весна, или в стиле хиппи, или как хотите назовите. В общем, продолжаю работу. Тело готово, заготовка готова. Дальше я навязала, смотрите, вот таких цветочков, которые будут на веночке, на обруче у этого сердечка. И связала я вот такую ленту. На канале уже есть мастер-класс и по этому шнуру, и по этим цветочкам. Поэтому кто очень-очень быстро хочет связать вот такой вариант сердечка, то уже можете начинать вязать. Ссылки я под видео на эти мастер-классы оставлю. А очень скоро выйдет уже полный мастер-класс по вот этому сердечку. Ну, сейчас он в процессе, как вы видите, я вам показываю. Значит, примерно покажу, как это будет. Вот это хочу вот так сделать. Сам ободочек, веночек. И потом таким образом добавить цветочки, так, чтобы был как бы веночек с цветочками. Ну, по-разному их пришью, пришивать буду. Если они не держатся, ну, как-то так. И еще. Так, где же я? Ага. И еще буду вязать несколько вот таких листиков. И тоже их таким образом буду пришивать. Собирать веночек. Поэтому, смотрите, здесь глазки я опущу. Они будут чуть ниже, чем на моей кукле-кокетке сердечко. И, как видите, губки отсутствуют. Здесь у нас губки. Это была часть нашего образа, а здесь уже губок не будет. Поэтому, ну, в принципе, вот сейчас я буду собирать веночек. Еще тут такая деталь, хотела обратить ваше внимание. Видите, здесь как бы сережка такая висит с цветочком. И такой же вариант хочу. Вот я фиолетовый связала. И как бы так, чтобы сделать, чтобы она вот так висела на цепочке.
Ну, как видите, осталось совсем немножко. Но все это надо сделать. Сейчас я буду собирать этот веночек-ободочек. И тоже свяжу этот платок. Платок не буду заморачиваться. Я думаю, что свяжу его из воздушных петелечек. И если получится, то вот это сердечко отдельно свяжу и пришью. И, конечно же, очень много зависит от бахромы. Буду делать бахрому из разных цветов, из которых у меня связаны цветы, цветов нити, из которых у меня связаны цветы, будет бахрома. Да, и еще вот тут еще один момент. Мне нужно связать, где-то показано, вот здесь. Мне нужно оформить ручки по-другому. Там у нас, помните, у нас с вами вот такие рукава пышные. А здесь я думаю, что просто сделаю какое-то несложное кружево. В общем, работаем море, но это все, видите, творчество, интересно. И немножко я там вязала других персонажей, но нужно эту работу закончить. Так что в конце газовлога уже вам покажу готовую работу. А сейчас побежала. Побежала делать, вязать. До новых встреч. Пока-пока. Привет, привет, привет. Продолжаем работу над моим сердечком. И сейчас я буду оформлять веночек. Вот таким образом будут у меня здесь висеть. Ну, не висеть, они будут пришиты. Просто будут как бы дополнять, делать такую композицию. Вот, вот так. Ага. А вот сюда и вот сюда я пришью в темненький. У меня будет здесь вот такой же самый бусинка, как на рукавчиках, а в светлую, пока уберу, потому что сейчас упадет, а в светленькую у меня будет, в темную точно такая же, только светленькая, видите? Вот светленькая, потому что на тапочках у меня здесь будут и светлые, и темные бусины. Я еще их не вышила, потом вам покажу окончательный результат. В общем, вот пока так набираю. Угу. Потом я думаю, что белый сюда, скорее всего, будет, чтобы не рядом был. И не знаю, может быть, вот здесь розовенький будет. И таким образом. Может быть, вот так два будут пришиты. И не знаю, буду ли я еще один листик такой делать или нет. Сейчас посмотрю. В общем, сначала я вот это все пришиваю, и потом вам покажу. А уже бахрому я покажу, как буду набирать, потому что у нас тут еще вся красота в бахроме. Побежала все пришивать. И еще немножко вам процесса. Смотрите, какой веночек получается. В общем, работа идет, улыбка уже готова. И какая же игрушка получилась? Давайте я вам сейчас все покажу. Что, работа у меня продолжалась. Хотите посмотреть, что у меня получилось? Эту я откладываю. И лабубу я убираю. Сейчас не ее звездный час. И смотрите, какая у меня получилась. Как вам? Она еще не закончена. Не закончена. Давайте я вам покажу поближе, по-другому. И давайте я вам покажу немножко поближе эту куклу. Сердечко. Такой у нее веночек. Не знаю, что это, то ли дреды, то ли ленточки. Но вот все, как предложил мне искусственный интеллект. Как думаете, удалось мне повторить? По-моему, получилась очень милая. Ну, получается, очень милая игрушка и совсем не похожая на предыдущую. Как видите, здесь у меня
и здесь стразики, и здесь стразики. И вся она такая красивая, милая. И вот здесь тоже стразик. В общем, вот такая получается куколка-сердечко. Ну и что же я не закончила еще? Видите, я буду еще вязать ей платок с сердечком. Ну и в принципе это все. А так она у меня готова. У нее разительные отличия. Видите, здесь губок нету. Хотя эта кукла, сердечко, у нее отличительная особенность, это губки. Ну и совершенно другой образ. Мастер-класс на куклу-сердечко-кокетку есть на канале. Можете пройти по ссылке и связать вот такую красотку. А если хотите связать эту девочку, весну, хиппи, сердечко, тогда начинайте по этой же схеме вязать тело, ну а уже веночек, браслетики, туфельки, все это будет в мастер-классе сердечко, весна или хиппи. Не знаю даже еще как назвать. Может, вы мне подскажете, как придумать название этой кукле-сердечки. В общем, буду думать. Вот такая работа у меня произошла, поэтому вот вопрос. Какой мастер-класс первый начать выкладывать? Или эта девочка-сердечко, или Лабубу? Что вы мне скажете? Напишите в комментариях. Девочка-сердечко, Лабубу. Что вам больше интересно? Буду ждать ваших комментариев. Так, ну это, видите, почти законченные работы. А что же у меня еще на крючке? Это я убираю. А помните, я вам рассказывала, что начала вязать портретную куклу. И как же я продвинулась? Ну, продвинулась, вот я практически закончила уже формировать туловище. И сейчас я на стадии ввязывания ручек. И вот ручки мои начатые. Просто вот эти игрушки и кукла-сердечко и Лабубу отняли мне немножко времени. Но покажу вам все равно. Смотрите, какая ручка получается. Интересная, симпатичная. Мне она очень понравилась. Где-то будет вот так. То есть мне надо довязать ее. И уже я буду ввязывать и приступать к голове. У меня осталось 2 недели. Время идет, время не ждет. Но я думаю, что у меня все получится. В общем, планы на следующую неделю у меня есть. Было приятно с вами пообщаться, показать, что же у меня на крючке, какие у меня новые игрушки появились. Скажите мне, что вы думаете о новых куклах, игрушках. Мне будет интересно ваше мнение. Ну а я прощаюсь с вами и увидимся на следующей неделе. Пока-пока.